Конечно же, это было не так. Ведь я считаю себя пилотом, умудренным опытом. Не выходит каменный цветок. За плечами много лет полетов на парапланах и на паралетах. Набрал 2200 над стартом. Впереди вон облачко. Идем под него, короче. Поэтому, по крайней мере, я считал, что у меня с вестибулярным аппаратом все в порядке. Привет, друзья! Вы снова на канале русского сумасшедшего пилота, и сегодня я хочу поделиться с вами своим маленьким FPV опытом. Точнее, тем, как я к этому пришел и с чего стоит начать. Об этом я уже могу смело рассказать. Поехали! Вот и в восточной части России наступили тяжелые времена для пользователей квадрокоптеров. Дело в том, что у нас тоже ввели запрет на полеты. Но, к счастью, этот запрет оказался временным и продлился с 4 по 9 мая на время празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому всех с прошедшим и не переживайте, у нас пока небо открыто. В последнее время в теме FPV квадрокоптеров случился определенный бум. Многие заинтересовались ей как хобби, многие заинтересовались ей с точки зрения коммерческих съемок, потому что совершенно другие ракурсы, совершенно другие скорости, и картинка получается очень интересной. А многие заинтересовались ей из спортивных соображений. И ребятам, которые занимаются спортивными полетами на FPV квадрокоптерах, я желаю всяческих успехов и безопасных полетов. Еще один плюс FPV – это практически полное погружение в сам процесс полета. Почему же я не пришел к этому раньше? Для меня ответ очевиден и прост. Потому что я летаю не во сне, а наяву. И летаю я на параплане уже достаточно продолжительное время. Там поливает, там красиво. И все это происходит в реале, где нельзя нажать кнопку Save. Поэтому происходят всякие инциденты, а порой травмы. И, не будем о грустном. Тут вам достаточно знать то, что параплан — это самая простая возможность прикоснуться к небу в реале и начать летать самому. А как? Это отдельная тема для отдельного видео, которую сейчас мы затрагивать не будем. Но если вам интересно, пишите об этом в комментариях, и, возможно, я сделаю для вас видос, в котором расскажу, как начать летать на параплане, что для этого нужно, сколько это стоит, в чем суть парапланерных соревнований, и отвечу на многие другие вопросы по этой теме. А FPV-дроны – это возможность начать летать, не отрываясь от земли, на реальном летательном аппарате. Безопасности получения травм, увечий, либо чего похуже. Хотя... Так как же я пришел к FPV-полетам? Со стороны сам процесс полета выглядит легко, просто и грациозно. Я со своим опытом использования обычных квадрокоптеров, опытом полетов на параплане, на паралетах, думал, что для меня это будет легко и просто. Взял пульт и погнал. Но не тут-то было. К счастью, нашлись правильные люди, которые посадили меня за симулятор, и я понял, что в конечном итоге я ничего не умею. И тут в данной теме приходится учиться всему практически с нуля. Поэтому мое личное мнение, что в любом случае FPV-полеты стоит начинать однозначно с симулятора. В итоге для домашнего задания мне выдали вот такой пульт, или точнее сказать, как принято называть у FPV-пилотов, аппаратуру. Это пульт FlySky FS T6. Практически самый дешевый, наверное, пульт, который можно найти на текущий момент на рынке. Я нашел на Алишке такой же пульт за 3000 рублей. Кому интересно, ссылку оставлю в описании к этому видео внизу.
И надо заметить, что пытаться начать летать на симуляторе на клавиатуре, на джойстике — это бесперспективно, потому что навыки и моторика должны прививаться сразу правильные. То есть вы должны чувствовать стики влево, вправо, там, вверх, вниз и тренироваться однозначно на пульте, точнее аппаратуре. Так вот, об этом мало кто говорит, но первые 3 дня меня реально подташнивало. Я не скажу, что я заигрывался там до умопомрачения, минут по 20-30 для начала более чем достаточно было для того, чтобы мозжечок сказал: товарищ, надо бы отдохнуть. Конечно, не было такого, чтобы я бегал и блювал, но тем не менее, ощущения, их ни с чем не спутаешь. Для тех, кто увлекается авиамоделизмом, наверное, будет проще перейти на дрон или квадрокоптер от первого лица, потому что они используют ту же самую аппаратуру, ну, такой пульт, либо более навороченный, там, неважно, то есть, но смысл тот же. Дело в том, что в отличие от обычных дронов, у них левый стик, ну, вообще есть в раскладке, там могут быть правый для кого-то, ну, чаще всего стандартно по умолчанию идет левый стик у нас газ вверх, вниз, и он не фиксируется никак. А влево-вправо точно так же повороты, как на обычном дроне, фактически. А правый стик у нас отвечает за крены вперед-назад, влево-вправо. Вот. И за счет этого мы уже выполняем какие-то маневры. В любом случае, когда вы садитесь на симулятор, вы все это ощущаете. И у вас есть совершенно беспроблемный способ потренировать начальные навыки пилотирования, не разбивая, гробя свой коптер. Хотя в любом случае это случится, и вы его будете бить, ну, в той или иной степени, в зависимости от ваших способностей, так сказать. Ну а теперь пару слов о симуляторах. Я уже давненько отошел от игрушек, но оказалось, что в Steam есть большое множество разных FPV-симуляторов. И мне посоветовали FPV Skydive. Это самый простой и самый доступный симулятор, который вы можете скачать совершенно бесплатно и уже вот с первых шагов практически подключить к нему аппаратуру. Кстати, по поводу подключения аппаратуры. Дело в том, что не каждую аппаратуру можно подключить простым методом, допустим, через USB или там через Wi-Fi, Bluetooth. Это достаточно старый пульт, у него свой собственный интерфейс, и поэтому для него нужен свой собственный проводочек, который подключается к компьютеру через микрофонный вход. То есть там есть небольшие нюансы, но это не так страшно, как кажется, это все решаемо. Весь софт для этого есть в открытом доступе, и кому интересно, могу сделать отдельно по этому поводу небольшой ролик. Так вот, устанавливается Skydive из игровой системы Steam, и я никак не думал, что вот в конечном итоге мне придется обратиться к сыну за тем, чтобы он разъяснил мне, как оплатить в Steam какие-то там услуги. Потому что в связи с небезызвестными событиями на текущий момент напрямую оплатить их не удается. Но для этого есть определенные шлюзы, которые позволяют без проблем это сделать. Хотя зачем я взялся оплачивать что-то в Steam, если я сказал, что Skydive — это бесплатное приложение? Дело в том, что он действительно бесплатен, но у него есть интересные карты, интересные красивые карты, которые уже там, за небольшую денежку как бы они предлагают. Вот, допустим, Каньон, она очень красивая, очень зрелищная, достаточно близкая к каким-то реальным полетам, там водопады, всякие там скалы. Мне очень понравилось. И после нескольких часов налета на доступных картах все-таки захотелось полетать и в горной местности. Поэтому я потратил там 165 рублей, плюс комиссия получилась в районе 200, и приобрел себе эту карту. Помимо этого симулятора есть еще куча других симуляторов, более продвинутых, которые уже стоят немножко подороже, там в районе 900, 1000 рублей. И в принципе для разнообразия, возможно, я приобрету себе их тоже, потому что в конечном итоге опыт полета на симуляторах дает свои плоды. И это вложение в любом случае оправдается тем, что вы намного меньше будете бить свои дроны, а бить вы их будете однозначно.
Короче, чтобы эффективно и быстро войти в тему, чтобы эффективно начать летать на FPV, помимо симулятора, стоит познакомиться с людьми, которые уже занимаются этим в вашем регионе или в вашем городе. Я думаю, наверняка сейчас в любом городе найдутся FPV-пилоты, которые уже организовали свою какую-то тусовку, маленькую или большую, в зависимости от количества народа, и наверняка выезжают совместно на полеты, где можно подойти к людям, пообщаться, поспрашивать, может быть даже что-то посмотреть, заглянуть там в очки, пощупать аппаратуры, пультики. Короче, в любом случае это большое подспорье, когда есть люди, которые могут что-то отдельное подсказать. Короче, на текущий момент я налетал уже больше 16 часов, ближе к 20, наверное. И в одном из ближайших роликов я расскажу вам о том, как я начал летать на реальных FPV-коптерах. Также поделюсь тем, что уже усвоил за этот короткий промежуток времени из этой тематики. А она достаточно обширная и есть в чем заблудиться. Ну и отвечу на ваши вопросы, если они у вас возникнут после просмотра этого видео. А на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Пока!